Увеличением сказать, что наиболее часто используемым типом данных для обработки коллекций является тип list. Ну, давайте, собственно, в этой лекции с ним и разберемся. Для начала о синтаксисе. Для того, чтобы создать простейший список или лист, можно использовать синтаксис квадратных скобок. В данном случае я, например, создаю список из чисел 1, 2 и 3. Список может содержать элементы различных типов данных. Например, mixed list равно квадратные скобки 1,2.0, то есть float, и строчка string. И никаких ошибок не возникнет. Сразу хочу сказать, что на самом деле в подавляющем большинстве случаев список содержит однородные данные одного и того же типа. То есть, например, все элементы типа integer, или все элементы типа float, или все элементы типа string и так далее. Чтобы узнать длину списка, можно воспользоваться встроенной функцией len от слова length – длина, и передать ей экземпляр списка. Вот таким вот образом. В данном случае, соответственно, результат будет 3, поскольку int-list содержит 3 элемента. Список позволяет обращаться к отдельным элементам по индексу. Например, чтобы вывести значение первого элемента, мы можем обратиться к нему по индексу 0, поскольку индексы у нас считаются с нуля. И также работает, как и в случае строк, доступ с конца массива, используя отрицательные числа. Например, int-list от минус единицы. Это будет у нас последний элемент. Соответственно, вывод мы здесь получаем 1 и 3, поскольку единичка это первый элемент, а 3 последний. Списки, точно так же, как и строки, позволяют делать срезы с помощью того же самого синтаксиса. Например, мы можем взять срез все элементы, начиная со второго. Соответственно, второй элемент у нас по индексу 1, и, соответственно, используя вот такой вот синтаксис, мы можем забрать все элементы, начиная со второго. И результат 2 и 3, единичку мы исключили. Список поддерживает конкатенацию. Например, мы можем объявить список имен, один список, Джон, Боб и Элис, и еще один список, names 2, например, Трейси, Элайджа и, скажем, Мейсон. Так вот, чтобы объединить два списка, мы можем воспользоваться просто-напросто оператором сложения вот таким вот образом и получить склеенный список. Естественно, мы можем на самом деле names 1 плюс names 2 присвоить в какую-нибудь переменную. Например, names combined. И уже вывести names combined. И, разумеется, если мы посмотрим на тип names combined, это будет list. Не будем проверять, я думаю, это достаточно очевидно. В отличие от, например, строчек, список является изменяемым типом. Поэтому мы, например, можем обратиться к первому элементу, например, names 1 и по индексу 0, и вместо Джона записать туда Лема. И, соответственно, если мы теперь выведем этот список, мы увидим, что действительно мы изменили там имя. Чтобы добавить в список новый элемент, можно воспользоваться функцией append. Вот таким вот образом и передать значение. Например, можем добавить Вильяма и, например, можем добавить, скажем, Джеймса. И выведем результат. Names 1. Отлично. И Вильяма, и Джеймса мы добавили. Но поскольку я запустил эту ячейку дважды, на самом деле ошибка была вот здесь, поскольку я опечатался. Имена были добавлены дважды.
Мы можем перезапустить kernel, restart and run all и увидеть более правдивый результат. Вот так вот. Добавлен был Уильям и Джеймс единожды. Для того, чтобы удалить последний элемент с конца, можно воспользоваться функцией pop. Эта функция, она не только удаляет последний элемент, но, собственно, и возвращает его же, удаленный. Чтобы было понятней, давайте также выведем на, условно, консоль то, что мы удалили, и, собственно, результат удаления, да, сам список после удаления. Ну и можно видеть, что удалили мы Джеймса, и, соответственно, в списке его больше нет. На самом деле можно удалять и по индексу. Например, можно удалить первый элемент, вызвав pop, передав индекс 0. Соответственно, если мы так сделаем, то увидим, что Liam удален. Ну, а когда мы вызываем pop без передачи индекса, по сути дела, по умолчанию вот этим самым индексом будет индекс -1. Поэтому, собственно, будет удаляться последний элемент в списке. Ну, давайте добавим обратно Джеймса и отсортируем наш список. Да, список поддерживает сортировку с помощью функции sort. Посмотрим на результат. И можем видеть, что список был отсортирован по возрастанию. Первой стала Элис, поскольку начинается с A, вторым Боб и так далее. Давайте еще немножко поэкспериментируем с сортировкой. Объявлю список letters, который содержит, скажем, AC, AB и AA. Для чего я это делаю? Для того, чтобы более наглядно показать то, как работает сортировка. Смотрите. Если мы запустим этот код, то мы увидим, что результатом стало AA, AB и AC. То есть сортировка происходит на самом деле не просто используя лишь первый символ. Сравниваются строки целиком. То есть сортировка происходит не просто с использованием первого символа, сравниваются не только первые символы всех строчек, но именно сравниваются строчки целиком. И, соответственно, сортировка происходит как бы более корректно, с использованием всех символов. Соответственно, именно по этой причине AA становится первым элементом, AB вторым, а AC третьим. Также сортировать можно по какому-то ключу. Ну, например, можно сортировать по длине строк, входящих в список. Чтобы это было более наглядно, переназначим список letters. Введем здесь ABC, A и AB. Все эти строчки, они разной длины. Первая 3, содержит 3 символа, вторая содержит 1 символ и последняя 2 символа. Так вот, мы можем, например, отсортировать их, используя аргумент key. Не забываем, что с помощью Shift-Tab комбинации мы можем посмотреть на описание метода. И вот здесь, собственно, есть параметр key и есть параметр reverse, про который мы еще поговорим. В качестве ключа мы можем передать функцию len. И по сути это будет означать то, что при сортировке будет вызываться именно функция len и передаваться ей текущий элемент. И уже используя результаты вызова функции len, которая подсчитывает количество символов в строке, будет производиться сортировка. Ну и соответственно, если мы выведем результат, то получим A, AB и ABC. Отсортированы строчки были по возрастанию из расчета количества символов. Сортировать, разумеется, можно не только строки, но и другие типы данных. Сам Бог велел сортировать числа. Так что, если мы создадим список чисел 3, 2, 8, чтобы было наглядно, перемешаем их. 5, 0,
3, 4, 1, даже еще раз 1. Выведем и отсортируем. Numbers, sort. И еще раз выведем, то увидим отсортированные числа по возрастанию. Для тех, кто более продвинут, сразу могу сказать, что внутри себя функция sort, она использует алгоритм, который называется team-sort. Это очень производительный алгоритм сортировки, который в среднем показывает очень хорошие результаты. Вместо сортировки мы можем реверсировать список, используя функцию reverse. Вызовем функцию reverse и выведем список. И вы можете видеть, что числа теперь идут задом наперед. Последние стали первыми, первые последними. Прошу обратить внимание, что это не сортировка по убыванию. Вот чтобы сделать сортировку по убыванию, мы можем вызвать метод sort и передать ему аргумент reverse равно true. Вот это сортировка по убыванию. Прошу не путать эти две функции. Также мы можем вместо того, чтобы добавлять новый элемент в конец списка, можем добавить элемент по определенному индексу, то есть как бы раздвинув список, вставляя некий элемент между какими-то двумя. Для этого существует функция insert, которая принимает индекс, по которому мы хотим вставить новый объект, и, соответственно, сам объект. Если я хочу вставить между первым и вторым элементом, например, 22, то с помощью insert я могу этого добиться. Как видите, 22 был вставлен между первым и вторым элементом. С помощью функции index можно найти какой-либо элемент. Ну и, соответственно, функция index, она возвращает индекс, по которому находится тот или иной элемент. Например, индекс 5. Так, здесь опечатка. И можно видеть, что число 5 находится по индексу 2. Если у нас будет несколько пятерок, возвращен будет индекс именно первого попавшегося. И, кстати говоря, можно заметить, что функции index можно передать аргумент start, указав, начиная с какого индекса производить поиск. Ну и, соответственно, также можно указать stop, аргумент, который будет указывать функции, до какого индекса продолжать поиск. Если индекс не находит элемента, то возникает ошибка, value error. 42 не находится в списке. Для того, чтобы посчитать количество вхождения определенного элемента в список, можно воспользоваться функцией count. И важно понимать, что функция count – это не функция, которая возвращает количество элементов в списке, а именно поисковая функция, которая возвращает количество вхождений определенного объекта в список. Соответственно, если мы ищем тройку, сколько у нас троек? Троек у нас 2. Ну и результат мы получаем соответствующий. 2 тройки было найдено в списке. Если вы хотите сделать копию списка, возможно, вы планируете как-то изменить список, но при этом хотите сохранить исходный, то можно воспользоваться функцией copy. Которая откопирует список. Для тех, кто не новичок в программировании, я замечу, что функция copy возвращает поверхностную копию списка. Это означает, что если список содержит изменяемые типы данных, то, изменив внутреннее состояние какого-либо элемента в исходном списке, эти изменения отразятся и в нашей копии. Те, кто являются новичками в программировании, пока можете пропустить эту информацию мимо ушей. Ну и, конечно же,
любой список можно очистить, вызвав функцию clear. Таким образом будут удалены все элементы. И на выходе мы получим пустой список. Вот и все, что касается основ работы со списками. Ну а мы поедем дальше разбираться со словарями. Обход блокировок, приватность, SEO-оптимизация. Работа с мультиаккаунтами для маркетинговых задач. Это главные причины, для чего нужен индивидуальный прокси-сервер. А купить его можно у Proxy Line. Сразу после оплаты вы получаете данные от личного прокси-сервера, который можно легко настроить в браузере или телефоне. Прокси-сервер будет принадлежать только вам. Очень много стран. Больше 100. Есть возможность выбирать конкретные города и подсети вручную. Proxy Line осуществляет строгий контроль геолокации IP, адресов и регулярно проверяет их на наличие спам-базах. Это гарантирует чистые качественные IP с хорошей репутацией и верной геолокацией. При необходимости можно купить много прокси-серверов и управлять ими внутри удобного и многофункционального личного кабинета. У Proxy Line появились индивидуальные протоколы на сервере MT Proto. Стабильное решение для доступа к Telegram в условиях ограничений в России. Несмотря на массовые блокировки, в Proxy Line можно купить работающий сервер из России. Для этого теперь есть специальная функция на странице оплаты. Достаточно просто поставить галочку в строке про региональные ограничения. Сервис уже работает 7 лет. А служба поддержки доступна 24/7. При покупке есть гарантия возврата. Если вас что-то не устроит, вы можете IP, адрес в онлайн-чате в любое время или вернуть деньги с вычетом за использованные дни. По промокоду ITANLOCKET можно получить скидку 10%. А если вы будете покупать в России, у сервиса есть зеркало, которое позволяет обходить блокировки. Плюс можно оформить покупку через Telegram-бота. Переходим по ссылкам в описании. Покупаем прокси-серверы напрямую у производителя и повышаем свою продуктивность и безопасность в сети. Вообще немножко, может быть, неправильно говорить о том, что там список используется там в 99% случаев, там дикшенери используется там в 1% случаев и так далее. На самом деле список, лист или дикшенери — это инструменты, которые решают определенную задачу. Так сформулировать это будет наиболее корректно. Зачем нужен дикшенери? Ну, во-первых, что такое дикшенери? Напомню. Дикшенери — это список пар ключ-значений. Говоря простым языком, например, в качестве словаря может представляться записная книга, например, в которой в качестве ключа записаны фамилии, а в качестве значения телефонные номера. В принципе, такую записную книгу представить можно было бы и списком. И в данном случае список бы содержал, например, просто объекты, которые внутри себя содержат и фамилию, и телефонный номер. Действительно, это вполне рабочий вариант. Однако смысл словаря, как структуры данных, в том, чтобы обеспечить очень быстрое нахождение значения по ключу. То есть словарь работает именно таким образом, что, зная ключ, вытащить значение очень и очень быстро. То есть взятие значения по ключу работает гораздо быстрее, чем просто поиск по списку. Но здесь есть условия. Вы должны знать ключ. Наша необходимость в словарях, она вообще продиктована тем, что в современном мире существуют гигантские объемы информации. И очень частая задача – организовать быстрый поиск по этим самым гигантским массивам информации. И один из таких способов – это организация данных, как словаря, и, соответственно, вытаскивание значений по ключу. На самом деле есть, конечно же, научные обоснования того, как это все работает, и в более продвинутом курсе мы могли бы обратиться к внутренней репрезентации, внутреннему устройству словаря и списка, как они отличаются и почему в случае со словарем доступ по ключу, он мгновенный. В нашем же случае, поскольку курс по Python все-таки базовый, мы просто посмотрим, как работать со словарем, рассмотрим основные функции, но, конечно же, не будем рассматривать проблемы именно скорости, перформанса, так называемого. Итак, для создания словаря у нас есть синтаксис с фигурными скобочками. Players. Я создам список игроков в шахматы.
И, соответственно, ключ со значением перечисляются через двоеточие. У нас в качестве ключа будет фамилия шахматного игрока, а в качестве значения его рейтинг. Итак, самый сильный игрок у нас Карлсон, он чемпион мира. Затем идет Каруана. Рейтинги могут быть немножко устаревшими. Какое-то время назад третье место занимал Мамедьяров по рейтингу. И отделяем ключи значением и запятыми, как вы уже могли заметить. Динк имеет рейтинг 2797, а Гири 2780. Если в качестве ключей у нас используются простые строчки, а в качестве значений числа, то можно использовать также другой вариант записи. Например, переназначим тот же players. Dict. И в круглых скобочках ключ значения через равно. 2842. И отделяем запятой. Каруана равно 2822. Мамедьяров 2801. Динк 2797. И Гири 2780. И выведем не список, а словарь. И, собственно, мы можем видеть весь список пар ключ значения. Для того, чтобы вытащить значение по ключу, мы можем использовать синтаксис доступа по индексу, только в качестве индекса мы указываем не индекс, а ключ. Например, вот так. Таким образом мы можем узнать рейтинг Карлсона. Top Chess Player. Top Chess Players. Тогда здесь у нас двойные. Top Chess Players рейтинг is Top 1. Да, действительно, 2842. Это рейтинг Карлсона. Не используя синтаксис с квадратными скобками, можно воспользоваться функцией get для того, чтобы взять значение по ключу. Соответственно, передаем Карлсон и видим результат 2842. Для того, чтобы добавить нового игрока, мы можем на самом деле использовать все тот же синтаксис с квадратными скобками. Вот такой вот. Мы знаем, что на данный момент у нас в словаре нет игрока с фамилией Со. Это у нас Уэсли Со. Но, тем не менее, мы можем использовать вот такой вот синтаксис по доступа по ключу, но при этом просто использовать оператор присвоения. И вот данная строчка, она создаст в словаре запись с ключом Со и значением 2780. Ну, как вы видите, был добавлен Уэсли Со с рейтингом 2780. И на самом деле абсолютно тот же самый синтаксис можно использовать для апдейта текущего значения. То есть вот можем переназначить сейчас рейтинг с 2780 на 2781 тому же Уэсли Со, используя абсолютно тот же синтаксис. Проверим. И действительно рейтинг Уэсли Со стал 2781. Чтобы удалить, можем использовать функцию del и передать элемент на удаление, используя все тот же синтаксис. Вот таким вот образом мы можем удалить Уэсли Со. И действительно, Уэсли Со в словаре больше нет. Для того, чтобы посмотреть все ключи словаря, мы можем воспользоваться функцией keys. Players.keys. Однако, давайте посмотрим на тип того, что нам возвращает функция keys. И, собственно, выведем keys. Можете увидеть, что тип данных, возвращаемой функцией keys, это тип dict keys. И, соответственно, дальше можем видеть вывод. Иногда более удобно работать со списком ключей.
И для того, чтобы работать со списком ключей, поскольку просто список, например, банально предоставляет другие нам функции, более удобные, мы можем воспользоваться функцией list для конвертации того, что нам возвращает функция keys. Вот таким вот образом, то есть players keys передаем в функцию list. И, соответственно, если мы проверим тип того, чего мы получили, да, ну, давайте, соответственно, выведем в output и выведем сам список L. Можно видеть, что мы получили в результате лист, и, собственно, нам вывели этот список. Также мы можем сразу же отсортировать ключи. В принципе, мы можем получить список, а затем вызвать на нем функцию sort. Например, вот здесь мы могли бы вызвать sort. Но итерируемые типы данных, типа вот, например, dict keys, это не list, однако он содержит список элементов. Так вот, есть встроенная функция sorted, о которой мы еще поговорим в дальнейшем, которая отсортирует то, что ей подали в качестве аргумента. То есть мы можем вызвать players keys sorted и сразу же получить, замечу, список. То есть там будет преобразован внутри в список то, что было подано на вход. Получаем отсортированный по возрастанию список. Чтобы проверить, есть ли ключ в словаре, мы можем использовать синтаксис, можем использовать ключевое слово in. Проверим, есть ли Карлсон у нас в списке, точнее в словаре. Для этого я напишу Карлсон in players. А чтобы проверить, нет ли в списке определенного игрока, можем использовать not in. Вот здесь я проверю, есть ли у нас Крамник в списке, используя not in. И, соответственно, в обоих случаях я получаю true, потому что Карлсон у нас, я извиняюсь, говорил в списке, еще раз, в словаре. Карлсон у нас в словаре, поэтому мы получаем true. Крамник у нас не в словаре, поэтому мы тоже получаем true. Соответственно, если бы мы здесь спросили Карлсон not in, мы бы в первом случае получили false. Окей. С этим понятно. Мы можем просмотреть не только список ключей, но и список значений. Для этого мы можем воспользоваться функцией values. Ну и здесь у нас все то же самое, что из функции keys, то есть players values возвращает список типа dict values. Можем это проверить. Print type vals, print vals. И можем видеть, что тип здесь у нас dict values. А если мы хотим поработать все-таки со списком, то можем сделать то же самое, что и делали до этого. Вызвать функцию list встроенную и ей скормить players values. Результат вызова функции values. Соответственно, проверим тип vals в данном случае и выведем. И убедимся, что это у нас теперь список. Есть. Это у нас лист, и мы его вывели. То же самое с функцией sorted можем мы делать относительно values. То есть values можем скормить функцией sorted и получить сортированные значения из словаря. Копию мы создаем точно так же, как и в случае с листом. Players copy равно players copy, то есть функция copy. Напомню еще раз, возвращается так называемая shallow copy или поверхностная копия. То есть внутренняя репрезентация объектов скопирована не будет. Так, печатка. Отлично, мы сделали копию успешно. И сразу же, забегая вперед, несмотря на то, что мы еще не обращались к циклам, поскольку у многих новичков вызывает проблему пробежаться с помощью цикла по словарю, сразу же продемонстрирую синтаксис, который для этого используется. Вы потом сможете просто сюда вернуться, если что, и подсмотреть.
Для этого используется синтаксис for, kv. Мы объявляем две переменные, чтобы они содержали на каждой итерации в себе ключ и значение. В k у нас будет записан ключ, в v значение. И вызываем функцию items. Ну и выведем, собственно, в output текущие значения. И вот таким вот образом мы можем бежать по списку ключ значения, используя вот такой вот синтаксис и обращаясь к функции items. Кстати говоря, давайте посмотрим, что там у нас возвращает функция items. Какой это у нас тип. Давайте посмотрим. Print. Type. Items. И это у нас тип dict items. И это, по сути, список, содержащий в себе пары ключ значений. И для того, чтобы пробежаться по нему циклом и вытаскивать на каждой итерации ключ и значение, мы можем использовать цикл for в синтаксисе, который я предложил. Для того, чтобы удалить элемент по ключу, мы можем использовать не встроенную функцию del, а мы можем использовать функцию pop, передавая ей, собственно, ключ. Удалим гири. Выведем результат. Гири в списке теперь отсутствует. А вот если мы хотим удалить элемент с конца, мы можем воспользоваться функцией popItem. Кстати говоря, эта же функция, она возвращает элемент, который удаляется. Players, popItem. И также выведем словарь. Ну и видим, что удален был ding, и, соответственно, в результирующем словаре его уже нет. Подсчитать количество пар ключ значения мы можем все с помощью той же встроенной функции len. В данном случае у нас осталось всего 3 пары. Ну и также есть функция, на которую я также хотел бы обратить внимание в конце, которая называется setDefault. А делает она следующее. В отличие от функции get, если запрашиваемого элемента нет, то функция setDefault добавляет такой ключ в словарь, а в качестве значения вставляет none. Здесь мы добавляем Корякина. Ну, на самом деле мы знаем, что Корякина у нас в словаре нет. Если мы выведем результат, то видим, что Корякин был добавлен в конец, а в качестве значения используется none. Вот и все, что касается базовой информации относительно использования словарей. Еще раз подчеркну, если у вас есть действительно большой список, в котором есть ассоциированные части элемента, которые разбиваются на ключ и значение, как в случае адресной книги, возможно, что dictionary – это как раз тот тип, который вам необходимо использовать. Особенно, если вам в таком случае необходим очень быстрый доступ к значению по ключу. Ну и, конечно же, добавлю абсолютно важную необходимую информацию о том, что мы не можем добавить уже существующий ключ. То есть ключи должны быть уникальны. Иметь 2 элемента с одинаковым ключом словарь запрещает. Этого сделать не получится. Для начала я определю обычный dictionary. Скажу A равно A большое, D2, B равно B большое. То есть сделаю такой маппинг, да, маленьких на большие буквы. И, наверное, создам еще один словарь. Так, почему здесь D1 у нас, да. Почему D2? D1. А вот здесь у нас, да, это D2. А он будет в другой последовательности определять. B равно B. A равно A. То есть добавлять в другой последовательности, да. По смыслу они одинаковые. И также можем определить еще один
словарик. Я назову его D3. Ну, он будет в такой же ABC. Да, надо было первый скопировать. Но ничего. Исполню. И теперь выведу сравнение D1 с D2 и сравнение D1 с D3. И в обоих случаях мы получим true. То есть обычный дикшнери не смотрит на порядок добавления пар ключ значения в него. Для него, с точки зрения дикшнери, дикшнери, в который были добавлены ABC в последовательности вот такой вот именно, абсолютно идентичен дикшнери, в который были добавлены элементы в последовательности BAC, например. Не говоря уже о том, что два словаря, в которые были добавлены ключи со значениями в той же последовательности, также одинаковы. Да? D1 равняется D3. Трудно сказать, ожидаемое это поведение или неожидаемое. Короче говоря, обычный дикшнери работает именно так. То есть ему не важно, в какой последовательности были добавлены элементы. Кроме того, если я запущу цикл for kv in D1, скажем, items, двоеточие, и выведу ключ значения, я получу ABC именно в той последовательности, в которой мы их и добавили в словарь. Хочу сказать, что в данном случае ядро Jupyter, оно у меня работает под Python 3.7, последней версии. И это важно, потому что до Python 3.7, то есть фактически самой новой версии, словарь работал несколько по-иному. То, в какой последовательности мы добавляли в него пары ключ значения, эта последовательность, она не была стабильной. То есть, делая принт на таком дикшнере, мы могли бы получить не ABC, а CBA или BAC. Понятно, да? То есть, до Python 3.7 порядок добавления, по сути, словарем игнорировался, и работал словарь таким образом, что проход по нему в цикле и просто распечатка пар ключ значения не давала вам той же самой последовательности, что и при добавлении. То есть, добавляя пары как AA, BB, CC, и при дальнейшем проходе по такому словарю обычным циклом, вы не получали, как правило, A, B и C. Вы получали какую-то другую последовательность. Начиная с Python 3.7, теперь последовательность добавления пар ключ значения сохраняется. Но не устраняется полностью разница с Ordered Dictionary. В чем она проявляется? Проявляется она вот в чем. В данном случае D1 и D2 у нас считаются равными. А вот если я импортирую из collections Ordered Dictionary и создам 3 словаря, но инициализирую их как Ordered Dict, да? Здесь все то же самое остается неизменным. Ordered Dict, Ordered Dict, Ordered Dict. Отлично. Исполню. И теперь выведу результат сравнения D1 с D2 и результат сравнения D1 с D3. И сравнивая D1 и D2, я получу false. Это означает то, что Ordered Dictionary внутренне при сравнении учитывает порядок добавления пар ключ значения. Несмотря на то, что между собой пары ключ значения в данном случае абсолютно идентичны, то есть словарь D1 и D2 по смыслу как бы в плане значений, словарь D1 равен в этом плане словарю D2, идентичен, но с точки зрения порядка добавления пар они не равны. И Ordered Dict в этом плане работает не как обычный дикшнери. Он контролирует порядок добавления пар ключ значения. При этом надо сказать, что Ordered Dictionary еще до Python 3.7 обеспечивал то, что при проходе циклом по парам ключ значения вы получали тот же порядок, что и при добавлении.
в отличие от обычного дикшенери. Теперь это поведение, начиная с Python 3.7, совпадает у обычного дикшенери и у ordered dictionary. Однако они по-прежнему различны в плане семантики сравнения различных словарей. С точки зрения ordered dictionary, два дикшенери считаются идентичными, если не только пары ключ-значений идентичны в плане своих значений, но и если эти пары были добавлены в той же самой последовательности. Действительно, в практике встречаются такие проблемы, когда вам нужен словарь, и при этом вам надо четко контролировать последовательность добавления пар ключ-значения. И может возникнуть такая проблема, что действительно у вас там есть несколько словарей, и вы проверяете их идентичность, и вам действительно необходимо учитывать порядок добавления. Может быть действительно такая проблема, когда вы не можете считать идентичными два словаря, в которые были добавлены вроде бы те же самые пары, но в разной последовательности. Если вам нужно удостовериться, что последовательность одна и та же, по-прежнему используйте ordered dictionary. Не полагайтесь на обычные дикшенери. Обычный дикшенери выведет вам пары в той же последовательности, в которой они были добавлены, но вот семантика сравнения у него работает совсем по-иному. Эта лекция была необходима для того, чтобы объяснить разницу между этими двумя типами. Она достаточно тонкая, и чтобы вы не напоролись на проблемы в будущем, я все-таки решил покрыть эту тему быстренько. Короче говоря, помните, что если вам важна семантика сравнения и учет последовательности добавления пар, то ordered dictionary – это ваш выбор. Например, мы можем объявить tuple strings. Кстати говоря, для этого используются круглые скобки. И записать здесь str1, str2, str3. И после этого убедиться, что, используя синтаксис доступа по индексу, а кортежи позволяют использовать синтаксис доступа по индексу, как в случае с листами, мы не можем изменять его элементы. То есть, например, мы не можем здесь записать str0. Мы получим ошибку type error. Tuple object doesn't support item assignment. То есть оператор присваивания не поддерживается кортежами. И частично это правда, то, что тьюплы представляют собой неизменяемые списки. Но есть важный момент, на который я бы хотел обратить внимание, это то, что зачастую тьюплы это не просто список, например, чисел или список строк, которые не связаны друг с другом, а вот именно что набор данных, которые друг с другом связаны. Например, мы можем объявить переменную person типа tuple и задать значение John Silver 22. То есть зачастую tuple содержит значения, которые объединены каким-то смыслом. В данном случае, например, это может быть имя, фамилия и возраст. Ну и, конечно же, если мы проверим тип, то увидим, что это tuple. Хотя, конечно, все те же самые данные мы могли бы внести, используя список. John Silver 22. Посмотреть на тип и убедиться, что это лист. Однако, как я уже сказал, в случае со списком нам становится более очевидно то, что эти данные они друг с другом не связаны, поскольку список может быть изменен. А вот как раз семантика неизменяемости подчеркивает то, что данные в кортеже могут быть, собственно, семантически связаны друг с другом. Ну и, конечно же, важна сама по себе семантика неизменяемости. То есть кортежи или тьюплы зачастую используются для того, чтобы защитить данные от преднамеренного или непреднамеренного изменения. Сейчас достаточно трудно привести вменяемый, хороший пример, который демонстрирует все преимущества кортежа над списком. Поэтому могу лишь сказать, что по ходу своего взросления как Python-программист вы ощутите все преимущества кортежей. К тому же, работая с Python, вы будете постоянно встречаться с функциями, которые возвращают кортежи. И, соответственно, по ходу дела вы к ним привыкнете
поскольку от них вам все равно будет никуда не деться. А все, что я сказал, не делает тюплы лучше листа, или лист хуже, чем тюпла. Но, как я уже говорил, тюпл, лист, дикшенери, все они решают какую-то задачу. И, соответственно, по мере своего взросления как программиста вы научитесь выбирать, в каком случае вам использовать лист, в каком дикшенери, а в каком тюпл. Поехали дальше рассматривать основы, связанные с тюплом. Как и в случае списка, мы можем использовать функцию len для того, чтобы определить, сколько элементов содержится в кортеже. Для того, чтобы взять элемент по индексу, мы можем использовать знакомый нам уже синтаксис квадратных скобок. Можем взять первый с помощью передачи нуля или последний с помощью передачи отрицательного значения, например, -1. То есть все как со списками работает. Ну и как я уже говорил, вот в случае списка мы можем обратиться по индексу к элементу и переназначить имя, например, на Bob. А вот то же самое с тюплом не выйдет. Прошу заметить, что элементы, содержащиеся в кортеже, конечно же, не всегда могут быть семантически друг с другом связаны. Конечно же, не всегда. Однако, такое случается очень часто. Обратите на это внимание. Тюплы содержат похожие методы, как и методы в списке. Например, можно подсчитать, сколько у нас, кто у нас там был. У нас там был Джон. Джон должен быть 1. То есть функция count работает так же, как и в листе. Подсчитывает количество вхождения определенного элемента, сравнивая, собственно, поэлементно переданный аргумент со всеми элементами, содержащимися в тюпл. Ну и точно так же такой же смысл имеет функция индекс, с помощью которой мы можем искать, по какому индексу расположен тот или иной элемент, и которая возвращает ошибку в случае, если элемент не находит. И, пожалуй, это все, что касается тюплов. Но в следующей лекции мы поговорим про сеты. Они были... Я сказал, что обращаться к членам, но они, поскольку к ним обращение было по индексу, они не выглядят как полноценные члены, например, класса. Хотя я упоминал, что тюплы, они очень похожи в каком-то смысле на классы, поскольку они объединяют, то есть семантически они объединяют данные. Так вот, есть еще один тип в Python, который называется named tuple. И вот named tuple, он по сути дела представляет собой tuple, такой же, как мы изучали, то есть он не изменяем. Элементы внутри тюпла нельзя изменить. Но named tuple в дополнение дает возможность проименовать элементы, которые он содержит. Ну, для начала вот накинем пример с игроками в шахматы. Вот у нас был список тюплов. То есть я задавал тюплы просто передавая данные, да, Карлсон, там год рождения, предположим, и рейтинг. Да, и так скажем шахматистам. Добавим еще двоих. Вот у нас был Каруана. Там, значит, у него год рождения 1992, рейтинг 2822. И добавим, скажем, Мамедьярова. Медьяров 1985, 2801. И чтобы обратиться, например, к первому элементу в списке, то есть к первому тюплу, мы можем сказать print players и обратиться по именно индексу. Ну, то есть, какой результат мы получим? Получим Карлсон, бла-бла-бла. Ну и можем использовать цикл for и там сделать unpacking, да, unpack тюпла, разложить по именованным аргументам, однако без unpack, да, без какой-то операции, где мы можем провести unpacking тюпла, мы разложить элементы тюпла по именованным переменным не в состоянии. Да, нам, например, могло бы сейчас захотеться написать players. Ну, тут понятно, мы по индексу обращаемся, поскольку у нас тюплы завернуты в лист.
Однако дальше мы бы хотели, например, обратиться по name, да, то есть прописать name и получить имя, да, Карлсон вывод. Однако это не работает. И вот здесь нам приходит на помощь name-тюплы, если мы хотим сделать элементы именованными. И для того, чтобы воспользоваться name-тюплом, нам нужно импортировать объект name-tuple, ну, точнее, класс name-tuple из коллекций, из пакеджа коллекций, поэтому мы можем написать from collections import named tuple, чтобы в дальнейшем использовать name tuple. Теперь можем, например, создать tuple именованный player, и с помощью, собственно, плеера мы сможем создавать эти тюплы. То есть это как объявление класса, очень похоже на объявление класса, только мы используем name tuple. Передаем здесь имя этого класса и передаем имена элементов просто через пробел. В данном случае это name, age и rating. Теперь сделаем то же самое, создадим лист игроков, но используя наш именованный tuple player. И мы можем создавать эти тюплы прямо как инстанции классов, да? Экземпляры классов. Карлсон 1990, 2842. Еще один игрок у нас Каруана 1992, 2822 и Мамедьяров. Мамедьяров 1985, 2801. Отлично. Ну и теперь, если мы, например, обратимся по нулевому индексу к players, мы получим tuple. И вы можете видеть, что это у нас player с элементами Карлсон, к которым можно обратиться по name, с возрастом, к которому можно обратиться, точнее, с датой рождения, к которой можно обратиться по age, и с рейтингом, к которому можно обратиться по, собственно, рейтингу, да, по атрибуту рейтинг. И, соответственно, мы можем, например, взять по нулевому индексу первый tuple именованный, и дальше, например, сказать name и получить Карлсон. То есть, по сути, в данном случае мы получаем, в общем-то, класс player с атрибутами, которые не могут быть изменены. То есть, можем создавать инстанции классов player, которые невозможно изменять. Ну, как я говорил, у неизменяемости есть свои преимущества. Immutability или неизменяемость позволяет разрабатывать более устойчивые программы, которые защищены от случайных изменений. Ну, соответственно, мы можем, конечно же, создавать плееров не только в листе. То есть мы можем, как я уже сказал, работать просто как с классом, да, плеер. Просто создадим отдельно, да, Карлсон 1990. 2842, нам ничто не мешает так сделать, а затем просто вывести на консоль все атрибуты этой инстанции age и rating и получить ожидаемый результат. Name-tuple — это очень классная фича, которую вы наверняка будете использовать. Она очень удобная, то есть она позволяет сократить количество кода. Вместо того, чтобы создавать отдельный класс с атрибутами name, age, rating, инициализировать там конструктор, все это присваивать, создавать какие-то свойства, возвращающие значения name, age, rating, и при этом все равно, возможно, вы не добьетесь желаемого эффекта, потому что атрибуты в Python, они суть изменяемые. То есть там придется творить какие-то танцы с бубном. Если вы действительно хотите получить класс, в котором нет методов, да, в нем нет методов, но класс, который просто является контейнером данных и которые не могут быть изменены, то есть для их изменения нужно их преобразовывать, получая свежую инстанцию, свежий экземпляр, то name-tuple — это ваш выбор. Как я уже говорил, без логических операторов мы не в состоянии построить ветвление в программе, а ветвление в программе, естественно, присутствует практически на каждом шагу, поскольку нам необходимо обрабатывать различные ситуации. Для начала разберемся с базовым синтаксисом.
Python в плане логических операторов очень похож на другие языки и использует для ветвления операторы if-else, ну и также elif, с которым мы сейчас разберемся. Ну, первый пример, который мы построим, будет такой: if true, print indeed. True. Действительно true. Что здесь происходит? If — это, собственно, у нас на английском означает «если», а true — это истина. Соответственно, если выражение, которое стоит после if, истинно, то есть вычисляется в true, то программная логика пойдет по пути, записанному после двоеточия в блоке if. True вычисляется в true по той простой причине, что это и есть true. Таким образом, если мы исполним этот код, то будет распечатано indeed true. Конечно же, в качестве логического выражения мы можем использовать не просто literal true, а какое-нибудь, например, сравнение, типа такого. Если 3 больше 2, то вывести 3 больше 2. И действительно, выражение 3 больше 2, оно вычисляется в true, и, соответственно, снова логика пойдет по этой ветке. 3 больше 2. А вот если мы исполним 3 меньше 2, (3 is less than 2), то выведено ничего не будет, потому что 3 меньше 2 эвалюируется, то есть вычисляется в false. И, соответственно, в этот блок программа уже не зайдет. В качестве выражения, подставляемого в if, мы можем использовать и обычные переменные. Объявим такую переменную isAdmin, присвоим ей true. И, соответственно, используем ее в if. И выведем что-нибудь. Например, it'sadmin. Посмотрите-ка на него. Ну и снова мы видим, что все выводится, потому что isAdmin true. Если бы был false, то мы бы ничего не увидели. Окей. Здесь все просто. Разберемся с elif и else. Давайте построим простой пример. Для того, чтобы запросить какой-либо ввод у пользователя, можно воспользоваться встроенной функцией input, которая возвращает результат. То, что ввел пользователь. Например, запросим некого character, то есть персонажа, и затем напишем следующий код. Если то, что нам вписал пользователь, равно Protos, то вывести Protos is the most powerful race. А если selected character равен Zerg, и вот это если программируется с помощью выражения elif. Elif selected character равно Zerg, то вывести другую строчку. Zerg is the most weak race, but it spreads like a plague. Самая слабая раса, но распространяется как чума. И этих elif'ов мы можем городить столько, сколько у нас кейсов, то есть случаев. Ну, мы предполагаем в данном случае, что пользователь может ввести, например, Protos или Zerg, или, например, Terrain. Вот чтобы обработать Terrain, мы вставляем еще один elif, и, соответственно, пишем selected character равен. Ну, естественно, равен, это я просто говорю. С точки зрения человеческой логики, естественно, мы здесь используем оператор сравнения равно-равно, а не оператор присвоения, одинарное равенство. Да? В данном случае мы используем равно-равно, чтобы сравнивать. Так вот, если это terrain, то вывести другую строчку.
terrain is a race balanced between Zerg and Protoss. И на все остальные случаи, бог его знает, что там пользователь может ввести. Ввести-то он может все что угодно. Мы воспользуемся ключевым словом else. То есть во всех остальных случаях идти вот сюда. И во всех остальных случаях, когда нам ввели ни Протоса, ни Зерга и ни Террейна, мы выведем It seems we have a new race. Похоже, что у нас тут новая раса появилась. Shift-Enter. И вот так вот выглядит запрос на ввод. Если я введу Protoss, то мы, соответственно, видим соответствующий вывод. Исполню еще раз. Введу Zerg. Видим вывод, соответствующий Зергу. Исполню еще раз. Введу Terrain. И видим вывод, соответствующий Terrain. То есть сравнение проходит успешно, и мы попадаем в нужные ветки кода. Вот таким вот образом строится ветвление. Ну а если мы введем бла-бла или что угодно вообще, то попадем в else, поскольку этот ввод не соответствует ни одному из случаев, которые мы здесь проверяем с помощью if и elif. Что бы мы ни ввели несоответствующие Протоссу, Зергу и Террейну в данном случае, мы попадем в ветку else. Отлично. В этой лекции мы рассмотрели, каким образом мы можем пользоваться конструкцией if, elif и else. Все очень просто. С помощью if и elif и else мы можем строить любое логическое ветвление в программе, проверяя все случаи, которые нам известны, и использовать блок else для обработки всех тех случаев, которые не подпадают под случаи, обрабатываемые в ветках if и elif. Отлично. Ну а начиная со следующей лекции, мы разберемся с основами построения циклов. Надо сказать, что данный тип по большей части, можно сказать, специализированный. Тип множества отражает математическое понятие, которое называется множество. Тип set, он может содержать только уникальные элементы и также предназначен для проведения специальных математических операций между множествами. Практика стоит 1000 слов, так что давайте посмотрим на практике, как работает тип set. Для начала я создам переменную mySet и просто воспользуюсь конструктором типа set. Посмотрю, что будет выводиться через функцию print, если я передам туда экземпляр созданный. И что нам скажет функция type. Какой тип у переменной mySet? Ну, здесь все ожидаемо. Set есть set, представлен он классом set. Ну, а print нам, в общем-то, ничего не дает, кроме понимания того, что это действительно set, и он пустой. Для того, чтобы добавить элемент, можно воспользоваться функцией add. Добавим, например, единичку. И выведем текущее состояние. Текущее состояние множества говорит о том, что в нем находится один элемент, и это единичка. Если мы добавим двойку и выведем текущее состояние, то увидим, что во множестве теперь два элемента, 1 и 2. А теперь интересный момент, касаемый множества. Что будет, если мы добавим сюда еще одну двойку? А будет то, что ничего не изменится. Вторая двойка не будет добавлена. При этом и ошибки не произойдет. То есть, когда добавляется элемент, который идентичен другому элементу, который уже находится во множестве, такой элемент добавлен не будет. Это как раз говорит о том, что множества работают только с уникальными элементами. Дуплицированных элементов во множестве быть не может. Например, мы можем попробовать создать вот такой вот лист. И, в принципе, это не редкость, когда мы множество создаем из имеющегося листа. Вот создам MyList, вот так вот.
состоящий из, скажем, 4 единичек, ну там еще нескольких двоек, еще нескольких троек и четверки. А затем создадим set, передавая в конструктор экземпляр листа. И выведем на экран состояние множества. Ну и как можно было предполагать, все дуплицированные элементы будут исключены типом set из множества, которое он представляет. То есть остались только уникальные элементы в одном экземпляре. Соответственно, если мы проверим текущую длину множества, мы получим 4, поскольку имеем 4 уникальных элемента внутри. Для того, чтобы проверить действительность вхождения того или иного элемента во множество, можем воспользоваться ключевым словом in. Например, print 1 in s, чтобы проверить, единичка присутствует во множестве s или нет. Ну или, например, 5 in s. Ну и такая функция, она возвращает boolean, либо true, либо false. Единичка присутствует в s, поэтому получаем true. 5 в s не присутствует, получаем false. Вообще иногда может сложиться ощущение, что элементы во множестве они отсортированы, однако семантически это не так. То есть в действительности по смыслу это не так. То, как внутри все лежит, нельзя, как внутри хранится в типе set, нельзя сказать, что элементы каким-то там образом отсортированы. Что ж, я говорил, что множества поддерживают специализированные математические операции над множествами. Давайте на них посмотрим. Ну и прежде чем на них посмотрим и посмотрим на разницу между ними, создадим два простых сета. Сет 1, 1, 2, 3, 4 будет содержать, и сет 2, который будет содержать 1, 2, 3, 4, 5. Что ж, первый метод, на который мы посмотрим, называется isSubset. Если перевести на русский, означает он, является ли одно множество подмножеством другого множества. В данном случае множество set1 является подмножеством множества set2. Почему? Потому что множество set2 полностью включает в себя множество set1. То есть содержит все элементы, которые содержит set1. Но в данном случае плюс еще один элемент, а именно пятерку. И таким образом, если мы напишем set1 из subset, передавая второй сет, мы получим true. Ну а если мы спросим, является ли set2 сабсетом сета 1, то получим false. Потому что set 1 не включает пятерку. А вот если мы спросим, является ли set 2 суперсетом, то есть над множеством подмножества set 1, то получим true, потому что действительно является. Если set 1 является подмножеством сета 2, это в принципе автоматически означает, что set 2 является надмножеством сета 1. Другой полезной операцией является операция isDisjoint, которая проверяет, имеет ли место быть тот случай, что в обоих множествах все элементы разные. И если действительно ни одного совпадения между элементами нет в двух множествах, то isDisjoint вернет true. То есть если у нас есть set 1 с элементами 1, 2, 3 и set 2 с элементами 4, 5, 6, и мы вызовем функцию set1 из disjoint set2, ну или наоборот set2 из disjoint, передавая set1, результат будет тот же самый, true, потому что ни один из элементов не совпадает. Set2 не содержит ни одного элемента из множества set1, а set1 не содержит ни одного элемента из множества set2. Другой полезный метод называется union или объединение. Давайте попробуем им воспользоваться и посмотрим на практике, как он работает. В принципе, из его названия понятно его назначение интуитивно, но в любом случае надо посмотреть, как все происходит на практике.
Первый важный момент, то что union возвращает новое множество. То есть исходное множество, на котором вызывается метод, в данном случае множество set1, останется неизменным. Вот получаем set3, выводим его и получаем 1, 2, 3, 4, 5. То есть в данном случае все элементы из множества set2, которые не присутствуют во множестве set1, будут туда добавлены. И, правда, не во множество set1, а как бы логически будут добавлены, и будет возвращено новое множество. Set1, если мы посмотрим, он как был 1, 2, 3, 4, так и остался. А вот set3 является объединением двух множеств. Другой важный и один из очень часто используемых методов при работе над множествами называется intersection или пересечение. Пересечение, метод intersection, также возвращает новый объект множества и возвращает в этом множестве те элементы, которые присутствуют в обоих множествах. То есть в данном случае, если мы спросим intersection, запуская его на set1 и передавая set2, какие элементы пересекаются в этих множествах set1 и set2, то получим 1, 2, 3, 4, потому что 1, 2, 3, 4 присутствуют в обоих множествах. Если бы мы удалили, например, отсюда четверку, то получили бы здесь 1, 2, 3, поскольку в обоих множествах присутствуют только эти элементы. А если бы удалили отсюда двойку, то получили бы 1, 3. Что ж, я верну все обратно. Но поскольку у нас есть метод intersection, который проверяет пересечение двух множеств, у нас есть также, можно сказать, противоположный метод, который называется difference. Метод difference, так же как и метод intersection, вызывается на каком-то множестве, и мы этому методу передаем другое множество. Метод difference возвращает те элементы из множества, на котором вызывается метод, которые не присутствуют в том множестве, которое мы передаем в этот метод. И также есть метод symmetric difference, который берет элементы не только со множества, на котором мы вызываем метод, но и элементы из множества, которое мы передаем в метод symmetric difference. То есть, скажем так, вот в случае метода intersection вызова, да, скажем, что set1 это левое множество, а set2 правое множество, да. Так вот, symmetric difference, он берет из левого множества те элементы, которые отсутствуют в правом, а из правого множества те, которые отсутствуют в левом. А просто метод difference берет элементы только из левого множества, которые отсутствуют в правом, а из правого не берет. Давайте посмотрим на практике разницу. Set1 равно 0, 1, 2, 3, 4, 5, даже, наверное, 4, 0, 1, 2, 3, 4 и set2 1, 2, 3, 4, 5. Теперь вызовем difference, set1, difference, передавая set2, и вызовем symmetric difference, передавая тот же самый set2, и распечатаем их. В первом случае мы получили 0, а во втором 0 и 5. По той самой причине, которую я объяснил. То есть метод difference, он взял только нолик из левого множества, из множества set1, поскольку в правом множестве set2 нолик отсутствует. А symmetric difference вернул и 0, и 5, поскольку 0 отсутствует во множестве set2, а 5 отсутствует во множестве set1. Вот и вся разница между этими методами. Есть также целый набор методов update. То есть, если я здесь напишу set1, точка, и нажму tab, можете увидеть difference update, intersection update и symmetric difference update, и просто update. Давайте посмотрим на просто update. Нет смысла смотреть на все, потому что они работают аналогично тому, что мы сейчас видели. Просто надо понять, как работает update в целом. Если мы напишем set1
update и передадим set2, а затем выведем внутренности set1, то увидим, что в него была включена пятерка, да, которая в нем отсутствовала. То есть, по большому счету, update — это union, который не возвращает новое множество, как в данном случае, а обновляет левое множество, то есть множество, на котором вызван метод update. И все остальные апдейты работают точно таким же образом. То есть они не возвращают новое множество, а модифицируют то, на котором вызван метод. Удалить элемент из множества можно тремя способами, поскольку есть три метода: remove, discard и pop. Это часто новичков тоже несколько вводит в заблуждение, но на самом деле ничего тут страшного такого нет. Просто на практике давайте посмотрим, как они работают, и убедимся в их разнице. Посмотрим, какая между ними разница. Если я из set1 удалю единичку, посмотрим, что в нем останется, действительно ли она будет удалена. И затем, например, попробуем удалить 42. Число, которое отсутствует в этом множестве. Что же тогда будет? А будет следующее. Единичка действительно была удалена. Мы видим результат 0, 2, 3, 4, 5. А вот попытка удаления 42, то есть числа, которое отсутствует в этом множестве, привела к ошибке key error. То есть такой ключ во множестве найден не был. Так вот, discard работает точно так же, как и remove, однако при попытке удаления отсутствующего ключа ошибка возникать не будет. Но в данном случае я сначала удаляю ключ, который присутствует, чтобы убедиться, что он будет удален. Затем выводим внутренности нашего множества, а затем пытаемся удалить тот же самый 42. Что будет в результате? А в результате будет все нормально. Двойка удалена. И прошу заметить, что эти методы не возвращают новое множество, только уже с удаленным элементом, да, то есть, или без удаленного элемента, правильнее сказать. Они модифицируют именно исходное множество, то есть на котором вызывается метод. Ну и discard, соответственно, при вызове этого метода с несуществующим ключом не вызывает ошибку. Ну а метод pop удаляет просто случайный элемент, хотя может казаться, что он удаляет всегда там условно первый, например. Однако не стоит на это рассчитывать. И плюс он не только удаляет элемент, он еще и возвращает его в качестве результата, тот элемент, который был удален. Иногда это бывает удобно, действительно, это распространенная практика относительно методов pop при работе с разными типами данных, типа стека. Вот. Ну, соответственно, сделаем тут pop, сделаем print. И можно посмотреть, что был удален нолик, то есть он удаляет первый элемент. Однако не рассчитывайте, что pop будет удалять первый элемент. На это рассчитывать не стоит. То есть по документации pop удаляет случайный элемент. Зарубите себе это на носу. Ну и если вы хотите полностью почистить множество, то можно вызвать метод clear и, собственно, получить пустое множество. Повторюсь. Множество – это достаточно специализированный тип данных, итерируемый, но он действительно бывает полезен, если вам нужно работать с уникальными элементами и обеспечить, гарантировать эту уникальность в итерируемом объекте, то присмотритесь к типу set. И также не забывайте, что действительно иногда возникают задачи, которые требуют использование математического аппарата, в том числе относящегося ко множествам. И в таком случае, возможно, вам захочется использовать именно множество, именно set, поскольку тип set уже реализует все основные операции, присущие множествам, как математическим понятиям. Ну что ж, про множество мы поговорили. Поехали дальше. Может использоваться не только для того, чтобы проходить, например, по листу, но и вообще по любому типу, так называемому iterable, то есть итерируемому. Итерируемому – это значит, что, собственно, по нему можно пройтись циклом. Ну, начнем с листа.
создадим list numbers, используя привычный синтаксис 2, 3, 4, 5. Конечно, мы можем вывести все элементы, просто сказав numbers здесь, или используя функцию print. Но вы можете в выводе здесь увидеть квадратные скобки. В данном случае мы не используем цикл, а используем встроенную функцию print. И в рамках вызова такой функции мы не можем, например, преобразовывать элементы. Вот для того, чтобы построить цикл, мы можем использовать следующий синтаксис. Если мы говорим о цикле for, то используем для этого ключевое слово for. Дальше мы вводим некую переменную, например, x или y. Дальше используем ключевое слово in, а после этого передаем некий тип iterable, по которому можно пройтись циклом. В данном случае это у нас numbers, двоеточие, не забываем. Ну а дальше, чтобы просто вывести, мы можем использовать функцию print, передавая ей переменную, которую мы ввели. Что здесь происходит? For образует цикл, в результате которого на каждом шаге в введенную нами переменную будет записываться следующее значение из итерируемого типа. В данном случае это тип list, переменной numbers. Соответственно, если мы исполним, получим 1, 2, 3, 4, 5. И, как видите, каждое число записано на отдельной строчке. Это потому, что функция print была вызвана 5 раз. Первый раз, когда и была единичка, второй раз, когда двойка, и так далее, пока не достигли конца списка. Соответственно, мы здесь можем делать такие вещи, которые раньше делать не могли. Например, мы можем вывести квадраты чисел из списка numbers. Print и умножить на i. И выводим квадраты. Также иногда полезной бывает функция построения списка через функцию range. Чтобы взять range от 1 до 6, мы, собственно, можем использовать встроенную функцию range, которая вернет нам что? Вернет нам на самом деле тип range. И range это тоже итерируемый тип, по нему мы тоже можем пройтись обычным циклом for. In numbers, извиняюсь, здесь дважды сделал, print и. И обратите внимание, что выводятся числа от 1 до 5, то есть вторым числом, которое мы передаем функции range, мы до него не доходим. То есть эта граница, она не включается. Функцию range можно использовать для быстрого построения списков. Если, например, вы хотите создать список с числами от 1 до 100, нет смысла перечислять их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее и тому подобное. Для этого можно использовать функцию range. И, кстати говоря, можно использовать ее прямо, например, в цикле for. То есть встраивать ее, да? Как в данном примере. Внутри цикла мы можем делать ветвления. Давайте потренируемся немножко и объединим наш цикл с уже изученной информацией о ветвлении с помощью операторов if-else. Для этого я запишу цикл for и in range 1 до 6, не включая 6. И можем строить здесь какую-нибудь логику. Например, если и у нас делится на 2 без остатка, то есть это у нас четное число, то мы хотим вывести строчку такое-то число. Оно, собственно, четное. А в противном случае, значит else, мы хотим вывести и is odd, то есть нечетное. Здесь у нас ошибочка вышла. Здесь равно. И действительно, можем видеть, что единичка у нас нечетная, двоечка четная, троечка нечетная, четверочка четная, пятерочка нечетная. Все верно. Иногда нам при каждой итерации хочется иметь под рукой не только самый элемент, но и его индекс. И в таком случае мы используем немножко другой синтаксис. Создам, например, здесь список numbers 1, 3, 5, 7, 9.
И в прошлый раз мы выводили квадраты чисел, а чтобы изменить данный список и записать сюда квадраты текущих чисел, вместо того, чтобы просто их вывести в output, мы можем использовать цикл for, немножко записанный по-другому. Мы вводим здесь две переменные. Первая переменная у нас будет содержать текущий элемент, а вторая его же индекс. И в таком случае мы вызываем еще функцию enumerate, в которую передаем итерируемый список. То есть, в принципе, все очень похоже, но вводим мы две переменные, и после in не сразу прописываем итерируемый список, а вызываем функцию enumerate, в которую передаем итерируемый список. И, соответственно, в данном случае, имея под рукой индекс, мы можем обратиться к текущему элементу по, собственно, этому индексу и перезаписать его. Например, можем, я говорил про квадраты, можем, например, и просто умножить на 2 каждое значение, не просто вывести его, а с учетом того, что у нас есть индекс, перезаписать имеющиеся значения. Отлично. Все сработало правильно, как и ожидалось. Итерировать мы можем не только по спискам, но и по любому типу, который так называемый iterable, как я уже сказал. Например, iterable у нас любая строчка. Вот пример. Создадим переменную name типа string. Содержит она строчку John. Мы можем организовать цикл для прохода по этой строчке. И в данном случае в переменную на каждой итерации будет вписываться текущий символ. For L in name, print L, и мы увидим на каждой строчке по отдельности символы из нашей строки, по которой мы бежали в цикле. Если мы не хотим вводить какую-либо именованную переменную, то мы можем воспользоваться вот таким вот синтаксисом, просто поставив символ подчеркивания. In range 5. Например, мы, может быть, 5 раз хотим вывести alarm. И для этого нам не нужно вводить никакую переменную именованную, поскольку она бессмысленна. Мы просто ставим символ подчеркивания. И это в каком-то смысле соглашение между Python-программистами. Вводить вот такой вот символ, если действительно никакого смысла в введении именованной переменной нет. С помощью for мы можем проходиться и по tuple. Создадим tuple person равно John Silver 22. И абсолютно тем же макаром, с помощью того же самого синтаксиса, можем пройтись по tuple, выводя элементы. Многие функции и методы, с которыми вы будете сталкиваться, возвращают лист тюплов, то есть список кортежей. Например, persons объявляю список, который содержит тюплы. Например, каждый тюпл будет содержать в себе имя и возраст. То есть у нас есть здесь список неизменяемых объектов, да? Неизменяемых, потому что это тюплы. И, соответственно, если мы запросим длину такого списка, мы получим 3, поскольку мы получаем 3, а не 6, потому что каждый тюпл считается отдельным элементом. И вот для того, чтобы пробежаться в цикле по такому хитрому типу, который как бы список, но это список, который содержит тюплы, и чтобы удобно пробежаться по такому списку, вынимая текущие значения из тюпла, существует так называемый tuple unpacking. И для того, чтобы провести этот самый unpacking из тюпла, мы используем следующий синтаксис. For name, age. Мы вводим столько переменных, сколько данных содержится в каждом из тюплов. В данном случае у нас это name и age. Дальше все как обычно, in persons. И можем использовать наши именованные переменные для того, чтобы выводить текущие значения из текущего тюпла. Name is age years old. Да, ну и, соответственно, я вот здесь забыл добавить закрывающую кавычку. Так, возникает у нас здесь ошибочка по той простой причине, что
Вот здесь неправильно закрыты кавычки. И вот таким вот образом с помощью так называемого tuple unpacking мы можем проходиться по листу тьюплов. Поверьте мне, вы будете делать так часто, потому что лист тьюплов это достаточно часто встречающаяся хитрая комбинация листа и тьюпла. Соответственно, хорошо знать о том, как пройтись по такому листу, сразу вынимая данные из тьюпла. Также неплохо знать, как применяется цикл for относительно словарей. Давайте создадим какой-нибудь словарик. Собственно, мы уже создавали словарь игроков шахматных. Давайте повторим его. Каруана. Медьяров. Ну и хватит этого. 3 игроков нам достаточно. Так вот, чтобы пройтись по ключам, мы можем просто использовать цикл for и ввести одну переменную. Например, назовем ее item. In players. Просто передаем словарь. И если мы выводим в output item, то получаем именно ключи. Мы можем воспользоваться функцией items, которая возвращает список ключей и значений. Вот таким вот образом for item in players.items. Но если мы выведем в output текущий item, то мы получим набор, внимание, тьюплов. И здесь вступает в силу наш любимый unpacking, с которым мы только что познакомились. Соответственно, мы можем ввести переменные k и v in players items. И, собственно, это будет тот самый unpacking. В k у нас запишется ключ, в v значение. Print. Такой-то игрок имеет такой-то рейтинг. Отлично. Tuple unpacking в действии. Если же мы хотим пройтись просто по значениям, то можем это сделать, воспользовавшись циклом for и функцией values. For v in players values print v. И, собственно, получили рейтинги. Забегая немножко вперед, хочу сказать, что иногда нам требуется строить вложенные циклы. Например, есть действительно такая научная задача, как поиск всех комбинаций чисел из 3 списков, которые в сумме дают 0. Не буду углубляться в то, в каких случаях встают такие научные задачи, однако они абсолютно реальны. Мы не будем строить тройной вложенный цикл, мы посмотрим, как построить двойной вложенный цикл для того, чтобы найти все комбинации элементов, которые дают в сумме 0 из 2 списков. Для этого создадим, сделаем комментарий find all pairs sum of which equals 0. И введем один список, лист 1. Он у нас будет состоять из 2, 4, минус 5, 6, 8, минус 2. И, скажем, лист 2 будет содержать 2, минус 6, 8, 3, 5, минус 2. Что ж, для того, чтобы найти все пары, нам нужно построить двойной вложенный цикл. Во-первых, создадим пустой список pairs. И то, что нам необходимо сделать, это, собственно, просуммировать каждый элемент из списка 1 с каждым элементом из списка лист 2. Для этого сделаем внешний цикл для прохода по первому списку. И сделаем внутренний цикл для прохода по второму списку. Что будет происходить в этом блоке? Сколько раз он будет вызван? Соответственно, когда мы зайдем первый раз во внешний цикл, x будет равен 2. И после того, как x будет присвоена двойка, мы зайдем во внутренний цикл 6 раз. То есть x будет равно двойке, y будет равно двойке, x будет равно двойке, потом y будет равно минус 6. X будет равно двойке, y будет равно 8, и так далее и тому подобное. То есть y будет равно тройке, пятерке, минус двойке, затем x станет равен 4,
y начнется с нуля от 2 до минус 2, затем x станет равен минус 5, а y снова пройдет по лист 2, затем x станет равен 6, y пройдет полностью по второму листу и так далее, пока x не достигнет минус 2, и когда он достигнет минус 2, y снова пройдет по лист 2, и на этом оба цикла закончатся. Сначала мы выйдем из внутреннего, затем выйдем из внешнего. Ну а здесь мы просто смотрим на текущую сумму, которая равна x плюс y. И если текущая сумма равна нулю, то мы добавляем текущую пару в качестве тюпла в наш лист pairs и, собственно, выведем его. И таким образом мы здесь видим, что нулю равны пары 2 минус 2, минус 5, 5, 6 минус 6, минус 2, 2. Отлично. Не стоит бояться строить вложенные циклы, если они вам действительно нужны. Как видите, все очень просто. Мы построили вложенный цикл и внутри записали условия проверки суммы на 0 и добавляли соответствующие пары в наш результирующий список в качестве тюплов. Отлично. Ну а мы едем дальше разбираться с циклом while. Обход блокировок, приватность, SEO-оптимизация. Работа с мультиаккаунтами для маркетинговых задач. Это главные причины, для чего нужен индивидуальный прокси-сервер. А купить его можно у Proxy Line. Сразу после оплаты вы получаете данные от личного прокси-сервера, который можно легко настроить в браузере или телефоне. Прокси-сервер будет принадлежать только вам. Очень много стран. Больше 100. Есть возможность выбирать конкретные города и подсети вручную. Proxy Line осуществляет строгий контроль геолокации IP, адресов и регулярно проверяет их на наличие спам-базах. Это гарантирует чистые качественные IP с хорошей репутацией и верной геолокацией. При необходимости можно купить много прокси-серверов и управлять ими внутри удобного и многофункционального личного кабинета. У Proxy Line появились индивидуальные протоколы на сервере MT Proto. Стабильное решение для доступа к Telegram в условиях ограничений в России. Несмотря на массовые блокировки, в Proxy Line можно купить работающий сервер из России. Для этого теперь есть специальная функция на странице оплаты. Достаточно просто поставить галочку в строке про региональные ограничения. Сервис уже работает 7 лет. А служба поддержки доступна 24/7. При покупке есть гарантия возврата. Если вас что-то не устроит, вы можете IP, адрес в онлайн-чате в любое время или вернуть деньги с вычетом за использованные дни. По промокоду ITONLOCKET можно получить скидку 10%. А если вы будете покупать в России, у сервиса есть зеркало, которое позволяет обходить блокировки. Плюс можно оформить покупку через Telegram-бота. Переходим по ссылкам в описании. Покупаем прокси-серверы напрямую у производителя и повышаем свою продуктивность и безопасность в сети. Литературу, и мне лень переводить comprehension, поскольку на самом деле множество Python-разработчиков так и говорит comprehension. И вообще говоря, множество англоязычных терминов, они остаются в неизменном виде, и никто не переводит практически юнит-тесты, например, не переводит, никто не говорит на русском автоматизированные тесты. Практически это большая редкость. Поэтому я буду говорить comprehension, list comprehension, и мы просто разберемся, что это такое, чтобы было понимание. Так вот, list comprehension позволяет, так сказать, в более декларативном стиле инициализировать списки. Ну, давайте просто разберемся на примере, что это значит. Как всегда, практика в программировании особо важна. Для начала я создам переменную, назову ее greeting и инициализирую, скажем, строчкой hello world. А теперь давайте представим, что я хочу инициализировать массив, ну, то есть список в данном случае, список отдельных символов и добавить в него H, E, L, L, O, запятая, пробел, W, O, R, L, D. Используя те знания, которые у нас уже есть, мы можем написать цикл. Ну, для начала создам пустой список, назову его chars, а дальше запущу цикл. Цикл for L in
in greeting. И буду добавлять в список chars через метод append текущий символ, представленный в каждой итерации переменной L. Ну и в конце просто выведу содержимое chars. Ну и получили мы то, что, собственно, и ожидали. Все символы, которые присутствуют в строчке hello, запятая, пробел world, они здесь в нашем списке. А вот используя list comprehension, все это можно сделать в одну строчку. Более описательно, так сказать, более декларативно, более понятно и очевидно. Каким образом это сделать? Как синтаксически выглядит эта возможность, которую называют list comprehension? Выглядит она примерно так. Chars равно, дальше квадратные скобки, то есть как лист инициализируем. А дальше мы делаем преобразование. В данном случае нет никакого преобразования. Мы просто выбираем L. Из каждого L в переменной greeting. То есть, по сути, получается, что мы при инициализации списка встраиваем в синтаксис инициализации цикл for. Да? Ничего здесь нового, кроме вот этой части, нет. И эту часть мы используем для преобразования вот этой переменной. Мы сейчас увидим примеры. В данном случае никакого преобразования нет. Мы просто берем текущий символ, итерируя по greeting. Да, и в таком случае, давайте выведем содержимое, мы получим абсолютно такой же список, но обратите внимание, насколько проще и элегантнее выглядит такая инициализация списка, нежели чем создание сначала пустого, потом запуск цикла, потом внутри цикла chars, append. Это все так многословно, а здесь раз и все. И все, что надо, мы сделали. Ну, естественно, мы можем встраивать, прям, например, в данном случае строчку, ну, нечто итерируемое, прямо в такое выражение, то есть нам ничто не мешает, например, написать L for L in, скажем, bla, bla, bla. Да? Получим бла-бла-бла. Получим все символы. Таким вот способом можно, например, удобно инициализировать список, состоящий из чисел. Ну, например, от там, и до какого-то числа. Нам не обязательно писать numbers равно 1, 2, 3, 4, 5, 6, там, да, вот это все. Там 0. Что там еще? 6, 7, 8, 9, пусть по порядку идут. 10. Numbers, да, все. Как мы можем это сделать? Да очень просто. Мы можем это сделать. Ну, если 10, это еще куда не шло, а если вам, ну, например, 1000. Или еще что-то. Это не обязательно по порядку, они могут быть там квадратами или еще как-то. Вот давайте посмотрим, насколько упрощает жизнь в данном случае list comprehension. Numbers равно n for n in. И здесь я использую функцию range, которая генерирует набор от А до Я, что называется. Но в данном случае от 0 до 11, не включая вот эту границу, то есть от 0 до 10. Если мы выведем numbers, то получим тот же самый список, только инициализируем по-другому. Представьте себе, что здесь range идет до 100, да, ну, вот. Странно было бы, да, видеть, что там вот здесь вот в явном виде инициализированный список, в который передается 11, 12 и так до 100, да, ну, само собой, это ненормально. И в данном случае list comprehension нас спасает. Как я уже говорил, левая часть, она используется для модификации текущего элемента. Например, мы можем выбрать квадраты чисел там, от 0 до 10, используя list comprehension. Например, numbers равно, и вот здесь не просто n, а n умножить на n. For n in range от 0 до 11. Да, вот так вот. Что мы получим в результате? Так, забыл вывести. Давайте выведем. А получим мы 0, 1, 4, 9, 16, 25 и так далее, то есть квадраты чисел. То есть в этой части мы можем производить некоторые манипуляции с текущей переменной, да, которая представляет вот текущий элемент в итерируемой, скажем, коллекции. В данном случае мы преобразуем текущий элемент в квадраты, перемножая n на n.
Мы также в конце синтаксиса list comprehension можем указывать условия. Например, если мы хотим выбрать квадраты чисел только для нечетных чисел, мы можем в конце написать условие. Numbers равно все то же самое, но умножить на n, for n in range от 0 до 11, а в конце мы можем написать еще условие if, и также использовать здесь текущую переменную if n, остаток от деления на 2 не равно нулю. Да? То есть, если без остатка на 2 не делится, значит это нечетное число. И вот в такой записи выбираться будут только нечетные числа, и перемножать друг на друга мы будем только нечетные числа. Ну, то есть возводить в квадрат. Если мы выведем теперь результат, то получим 1, 9, поскольку 3 нечетное, 5 нечетное, 7 нечетное и 9 нечетное. Соответственно, для них мы здесь получили квадраты. Очень удобно, потому что, не используя list comprehension, мы бы написали целый for с условием там и прочее. То есть это бы заняло, ну, явно не одну строчку, и читалось бы это гораздо сложнее. Давайте посмотрим просто на еще один примерчик. Например, мы представим, что у нас есть список длин в сантиметрах, выраженных в сантиметрах, in centimeters. Ну, какие-нибудь рандомные числа, тут 12, 10, рандомные, значит, случайные, 54, 124, 64. Из головы просто, да? А что, если мы хотим их преобразовать в дюймы и сразу получить список в дюймах? Например, можем использовать для этого list comprehension. Len in inches, создам переменную, и воспользуемся синтаксисом list comprehension. Я здесь в скобочках вызову round для округления. Введу там переменную centimeters, cm, делить на 2,54 и округлять до второй значимой цифры, да, до второго значимого знака. Так, 2. Здесь у нас for, естественно, cm in len in centimeters. И выведем теперь результат. Отлично. Получили то, что хотели. Преобразовали сантиметры в дюймы, используя list comprehensions. Я показал, что можно, используя синтаксис list comprehension, вставлять в него определенные условия, как типа вот здесь if, n, остаток от деления на 2 и так далее. С этим синтаксисом надо быть аккуратным, потому что синтаксис list comprehension может быстро превратиться в нечитаемый. Например, list comprehension позволяет использовать if-else. Причем позволяет использовать if-else, например, в левой части. Вот давайте посмотрим на пример, который становится уже, ну, честно говоря, не очень читаемым. То есть с if-else, например, надо быть очень осторожным. List comprehension существует для того, чтобы писать относительно сложные коды инициализации, выражая его просто. То есть нет смысла сложный код менять на сложный list comprehension. Это может стать даже только хуже. Все. Ну, например, предположим, у нас есть какие-то рейтинги, возможно, шахматные, поскольку мы не раз прибегали к примеру с шахматными игроками. 2580, 2480, так называемые рейтинги ELO международные, 2600. 2,482. Мой рейтинг поскромнее, у меня где-то в районе 250 или 280, в районе кандидата в мастера спорта, ближе к мастеру ФИДЕ. И вот, например, можем, прикинемся, что мы хотим с помощью list comprehension инициализировать список титулов, присваивая GM, то есть Grandmaster, да, Гроссмейстер, если рейтинг больше или равен 2500, а в противном случае международный мастер, MM. Для этого мы можем, например, написать вот такой list comprehension. GM if x больше равно 2500, else mm for x in
ratings. И выведем titles. Все прошло окей. И, в принципе, в данном случае list comprehension еще, может быть, в рамках дозволенного. То есть, в принципе, более-менее читается. Однако, если наворотить здесь сложных всяких условных конструкций, то есть, например, не x больше равно 2500, а еще что-то более сложное, не GMMM, а еще какие-нибудь подвыражения, ну и так далее и тому подобное, можно превратить этот самый list comprehension просто в нечитаемое месиво. И вот этого делать не надо. То есть, да и вообще программируя на Python, одно из правил, которое вы должны использовать, это то, что ваш код должен оставаться как можно более читаемым. Ну или как можно более читабельным, как еще говорят. Окей, надеюсь, что это понятно. Давайте посмотрим на вот еще одну разницу между одним способом и другим. Между одним способом инициализации списка и другим способом, ну, в смысле list comprehension. Ну, например, скажем, у нас есть list 1 с числами 2, 4, минус 5, 6, 8, минус 2 и второй лист 2, 2, минус 6, 8, 3, 5, минус 2, скажем так. И скажем, есть у нас такая задача найти все пары из этих списков, сумма которых равна нулю. Это, в принципе, реальная математическая задача. По крайней мере, вот в математике, в теории по алгоритмам можете встретить задачу, когда находятся триплеты. То есть не пары, а триплеты. С триплетами посложнее. Мы упростим и поищем пары. Что мы можем сделать, если мы все будем делать как обычно, используя процедурный стиль программирования? Мы можем запустить два цикла for x и на list 1, for y и на list 2, посчитать текущую сумму x плюс y, и если текущая сумма равна нулю, то добавить в pairs, текущие x и y. Можем добавить их как tuple. Будут они неизменяемые. Запустим. Не вывел pairs, давайте выведу. Действительно, 2 минус 2, минус 5, 5, 6 минус 6, минус 2, 2. Вот такие пары результируются, сумма их результируется в 0, да? Сумма их равна нулю. Мы можем использовать для этого list comprehension. Правда, вот тот вариант, который я подготовил, он немножко по-другому результат выглядит. Но тем не менее, pairs равно, выбираем xy как tuple, если x плюс y равняется нулю. В противном случае, ну вот в данном случае none будет, там, к сожалению, насколько я понимаю, в данном случае list comprehension немножко отличается от того, чего мы достигли, используя вложенный цикл for, потому что мы else не можем опустить и обязаны здесь что-то вернуть. Вот. К сожалению, ну, это такой синтаксис, ничего с этим не сделаешь. Но, тем не менее, есть возможность сравнить просто эти два подхода. Выведем. И мы получим тот же результат, только у нас еще куча вот этих нанов, которые... Это когда сумма не дает 0, да? И вот можно посмотреть, что вот эти вложенные форы, вот эта вся сложность с if, else, none, здесь уже действительно под вопросом, насколько выгоден list comprehension в данном случае. Потому что есть ощущение, что даже процедурный вложенный for выглядит не хуже, а может быть и лучше такого list comprehension. Этот list comprehension читается не легче, чем вложенный цикл, особенно если там дан какой-нибудь простенький комментарий еще, который описывает, собственно, для чего там этот самый цикл. Вот, поэтому избегайте сложных list comprehension'ов. А вот простыми пользуйтесь на здоровье, что называется. Ну, как говорится, не все йогурты одинаково полезны, поэтому и не все list comprehension'ы хороши.
Избегайте сложных, пишите простые, и вы добьетесь гораздо более читаемого кода, чем без использования, например, list comprehension совсем. Ну и, конечно же, вы этот подход увидите и в чужих программах, написанных на Python неоднократно. То есть list comprehension — это очень часто используемая фича в языке Python. Ну, перейдем от слов к делу и просто посмотрим на цикл while в действии. По сути, в данном случае while переводится «пока нечто вычисляется в true». То есть после ключевого слова while мы должны поставить некое выражение, которое вычисляется в boolean. Например, до тех пор пока, то есть while можно вообще вот так именно читать, как до тех пор пока, например, x меньше 3, повторять следующее. Выводим строчку x равняется x. И прибавляем x на единичку. И, соответственно, вот этот код исполняется до тех пор, пока x меньше 3. Если мы исполним, то получим следующий вывод. X сначала равнялся 0, затем мы прибавили единичку, снова зашли в цикл, x стал равен единичке, поэтому вывели единичку, потом вывели двоечку. Ну и когда уже x равнялся двойке, мы прибавили единичку, x стал 3. И когда цикл проверил условия, 3 не меньше 3, и, соответственно, сюда мы уже не зашли, а вышли из цикла. Все достаточно просто. While также может комбинироваться с else. И, собственно, когда условие уже не удовлетворено, мы заходим в ветку else. Таким образом, если x меньше 3, то мы, скажем, делаем все то же самое. А в противном случае мы пишем condition is not met. Давайте здесь переопределим 0. И, соответственно, в конце, когда x уже перестал быть меньше 3, в аутпуте мы видим condition is not met, поскольку зашли в ветку else. Все достаточно просто. Также, что касается циклов, в принципе, как while, так и for, необходимо упомянуть о таких ключевых словах, как break, continue и pass. Break используется для того, чтобы выйти из цикла преждевременно. Continue для того, чтобы перейти к следующей итерации и не доходить до конца блока, исполняемого в цикле. Ну а pass используется как заполнитель для того, чтобы ничего не делать. Давайте посмотрим на примере. Создадим список значений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Очень простой список. Создадим переменную, в которой будем накапливать сумму. И пройдемся циклом for по нашим значениям, используя уже привычный синтаксис. И если текущее значение у нас делится без остатка на 2, то есть является четным, то мы ничего не делаем, а просто переходим к следующей итерации. К следующей итерации цикла. А вот если нечетное, то прибавляем к сумме текущее значение. А когда сумма становится больше 10, то хотим выйти из цикла. Что же в таком случае будет? Сумма равна 16. Почему? Когда мы только зашли в цикл, переменной v была присвоена единичка, и в данном случае мы попадаем в else, соответственно, в сумме у нас единичка. Здесь мы проверяем единичка не больше 10, так что в break мы не попадаем и идем дальше. В v записывается двойка. Двойка – это у нас четное число, поэтому мы попадаем в этот блок. Соответственно, вот это все у нас опускается. Даже if вот этот вычисляться не будет. Встретив continue, Python сразу же перейдет, интерпретатор перейдет сюда же, в начало цикла, и запишет в v тройку. Тройка у нас нечетная, поэтому мы попадем сюда. 1 плюс 3 – 4.
4 не больше 10, поэтому мы в break не заходим, а продолжаем цикл. И так далее. Соответственно, 1 плюс 3 плюс 5 и плюс 7. 1 плюс 3 – 4, плюс 5 – 9, плюс 7 – 16. И, соответственно, 16 уже, когда у нас записывается в сумму, мы проверяем в этом if. If 16 больше 10, 16 действительно больше 10. И мы выходим из цикла с помощью ключевого слова break. То есть после семерки мы выходим из цикла, и девятка, например, уже добавлена не будет. Ни восьмерка не будет записана в V, ни девятка. После того, как мы дошли сюда, и семерка была приплюсована, мы выходим из цикла с помощью ключевого слова break. Короче говоря, с помощью ветвлений, использования continue и break можно более детально, более детализированно управлять ходом цикла, пропуская какие-либо итерации с помощью continue и выходя досрочно из цикла до его полного окончания с помощью ключевого слова break. Ну а pass, например, можно использовать так. Вы записали цикл, но еще не знаете, что писать внутри, что в теле блока писать. Просто так это оставить нельзя исполнить, это у нас будет ошибка. Однако, если вы не хотите удалять цикл, можно, например, оставить здесь pass, и, собственно, просто это будет ничего. Ничего, оно и есть ничего, pass просто пропускается интерпретатором. Вот таким вот образом можно использовать цикл while, который комбинируется с неким простым условием, и, соответственно, тело блока исполняется до тех пор, пока выражение возле while эвалюируется, то есть вычисляется в true. Как только оно вычисляется в false, сразу же происходит выход из цикла. Ну и, конечно же, мы посмотрели про continue и break. Для чего они используются, я только что рассказал. Ну а нам пора двигаться дальше. Давайте напишем функцию, которая генерирует случайные числа в установленном диапазоне. Для этого я импортирую модуль random и объявлю, скажем, функцию randoms, которая принимает минимум, максимум и, скажем, n, сколько чисел генерировать. Ну, с нашими текущими познаниями мы можем просто объявить лист и сказать здесь random, randint от минимума до максимума for. Здесь мы можем подчеркивание поставить, потому что нам без разницы. В данном случае мы не работаем с итератором. И с самим итератором я имею в виду. Здесь взять range по n. Супер, функция готова. И теперь мы можем ее использовать в каком-нибудь for. Например, for r in randoms. Сгенерируем, например, 5 случайных чисел от 10 до 30. Вот таким вот образом print r, тадам, работает. В чем, собственно, проблема этого подхода? А именно вот этого. А проблема в том, что когда мы вызываем вот эту функцию randoms, то результаты вызова этой функции randoms, они сразу же материализуются. Ну, что это значит? Это значит, что в памяти реально сразу будут размещены все вот эти числа. Они реально сразу же будут сгенерированы. Сразу же будет список создан, содержащий все эти объекты, все эти значения. И они будут торчать в памяти. Ну, может возникнуть вопрос, а что, можно как-то по-другому? Ну, да, можно по-другому, и как раз для этого нужны генераторы. Давайте перепишем эту функцию, используя генератор. Def randoms min max. Мы пока не будем менять сигнатуру функции, оставим n, хотя на самом деле с генератором этот аргумент не нужен. Сейчас поймете почему. Напишу здесь for и in range по n. И смысл здесь в том, что, используя генератор, мы прописываем ключевое слово yield. Ну, а дальше генерируем случайное число. И теперь можем использовать вот таким вот образом наш генератор. 10, 35, print
R, бабам. И казалось бы, все абсолютно то же самое. Но на самом деле совсем не то же самое. И этому есть доказательства. Rand sequence равно randoms. Проверяем, что же там такое нам возвращает этот самый randoms. Randoms, пусть будет от 1 до 10, 10 чисел. И выведем этот самый sequence, rand sequence. Что нам возвращает randoms? А возвращает он нам объект генератора, который находится по какому-то адресу. Это не важно, важно, что это объект генератора. Если бы мы сделали то же самое с randoms определенным через list comprehension, мы бы там получили список, собственно. А здесь никакого списка, никаких чисел, здесь объект генератора. А что это значит? Это значит, что числа будут реально генерироваться только по мере прохождения циклом по генератору. То есть в памяти сейчас совершенно никаких объектов нет. Это так называемое lazy evaluation, то есть ленивое вычисление. Оно нам позволяет не загружать в память объекты, которые нам не нужны. В данном случае это, ну, может быть... Ну, смотрите, даже в данном случае с данной сигнатурой, где есть n, я бы пояснил это таким образом. Мы запросили 10 чисел, но генератор нам позволяет их сразу не материализовывать, то есть не создавать их в памяти. А что вдруг, если мы хотим на самом деле не 10, а наш цикл, например, выйдет, работая с рандомными числами, выйдет на 5-й итерации? Ну, да, мы первые 5 чисел использовали, а последние 5 нет. И в таком случае получится, что мы сэкономили памяти, а на самом деле, в общем случае, может быть, и процессорного времени, которое нужно для самой генерации, сэкономили, в общем, и процессорное время, и память. Потому что последние 5, они не были нами использованы, а это значит, что они не были сгенерированы. Потому что вот эта строчка, она будет исполняться по мере прохождения по внешнему циклу. То есть теперь, когда мы идем циклом, вот таким вот образом, здесь пусть будет rand sequence. В данном случае мы действительно будем все 10 генерировать, однако есть способы, с помощью которых мы можем взять только первые 5. И вот смысл в том, что генерироваться следующее число будет на каждой итерации. Снова вот это будет отрабатывать строчка снова и снова, снова и снова. То есть по запросу. Это и есть ленивое вычисление. И в случаях, когда внешний код не запрашивает, например, все 10 в данном случае, будет существенная экономия памяти и времени. Ведь элементов может быть не 10, а 10 миллионов. Ну, давайте поиграемся еще с генераторами, попробуем разобраться с ними несколько глубже. Во-первых, нужно уяснить про генератор, что по нему можно пройтись только один раз. То есть, вот смотрите. Так, что здесь не так у нас? Да, у нас нет двоеточия. Вот мы прошлись один раз. Теперь, если мы пройдемся второй раз, то выдача пустая, ничего нет. Это говорит о том, что по генератору вперед можно пройтись только один раз, в отличие от листа, и перемотать обратно итератор по генератору, да, как бы нельзя. Нужно либо запустить генератор снова, то есть еще раз вызвать randoms и присвоить куда-нибудь значение, то есть создать объект генератора заново, и тогда по нему можно будет пройтись еще раз. Но, как правило, это излишняя работа, и в таком случае генератор теряет свою привлекательность, потому что мы, получится, двойной объем работы делаем. Поэтому, если по результатам генерации нужно пройтись дважды, то результат первой генерации обычно пихают в лист, да, сразу. Ну, таким вот образом, например, лист, randoms, 1, 10, 5. Вот как-то так. Запихиваем в лист. И уже здесь можем по нему сколько угодно проходить, потому что это лист. Ну, можем фором проходить и так далее.
Как я говорил, мы на самом деле можем запросить генератор сгенерировать 10 элементов, а реально материализовать лишь 5. И удобно это делать с помощью такого модуля, который называется iterTools. Так, давайте даже, вот, может быть, чтобы прям видно было, да? Еще раз объявим эту функцию. Вот как можно это сделать. Import iterTools. Импортируем. Rand sequence. Теперь воспользуемся. Randoms. Запрашиваем от 1 до 10 10 элементов. Напомню, они не будут сгенерированы. Мы получаем объект генератора. А теперь мы реально сгенерировать можем 5. И сделать это удобно с помощью функции iSlice из iterTools. iterTools.iSlice. Мы передаем сюда объект нашего генератора и говорим, сколько мы хотим реально материализовать. И действительно, запросили мы 10, но получим реально 5. И последние 5, они не будут сгенерированы совсем. И посмотрим на результат. Пабам. 10, 7, 3, 3, 1. Отлично. Еще 5 раз randoms вызван не будет для генерации еще 5. Это и есть lazy evaluation. То есть, по сути, решение о том, сколько же необходимо сгенерировать чисел, принимается именно в рантайме, в моменте исполнения программы. И если это количество, оно может быть существенно ниже того литерала, который мы можем передать в compile тайме, когда пишем, например, программу, то, конечно же, генераторы сильно выручают, потому что в рантайме может оказаться, что столько нам, например, и не нужно элементов, сколько мы запросили. В данном случае мы просто их запросили литералом у генератора, да, что, мол, готовься нам сгенерировать их 10. Но в реальности оказалось, что нам нужно только 5. И, соответственно, мы сэкономили процессорное время и память. Ну и да, на самом деле здесь возникает путаница с этим n. Поскольку генераторы позволяют извне указывать количество элементов на генерацию, то зачастую мы делаем бесконечные генераторы, перекладывая ответственность за определение границ на вызывающую сторону. И, соответственно, мы можем переписать эту функцию проще. Мы можем здесь вместо for сделать while true вообще. Совершенно бесконечно генерировать и убрать отсюда как бы лишний аргумент. И теперь можем спокойно себе генерировать случайные числа вот таким вот образом. Функция randoms сама по себе исполняется мгновенно. Она просто конструирует генератор. Она не начинает генерировать числа. Пабам. Теперь можем взять 5. iterTools. iSlice. Ну и таким же макаром мы генерируем только первые 5. Ну и да, и несмотря на то, что здесь у нас бесконечный цикл, у нас бесконечно этот вызов не исполняется. Да, он мгновенно возвращается, потому что этот вызов нам возвращает генератор. Он не начинает в while true крутиться и генерировать нам числа. Вот, ну и мы получили 5 случайных чисел в каком-то гигантском диапазоне. Отлично. Таким же образом, вот на практике мы, например, можем прочитать какой-нибудь огромный файл, разделенный на строчки. Мы его можем вычитать именно лениво, для того, чтобы избежать memory error. Потому что если вы вычитаете огромный файл сразу, не лениво, а просто взяли его и прочитали, и загрузили в память весь контент, то вполне возможно, что у вас и оперативной памяти как бы не хватит. А вот, например, если ваш код будет строчечку за строчечкой обрабатывать, то ничего подобного не произойдет, и мы можем поэтому написать вот такую вот функцию read line by line. Получает она файлик. Говорит lazy function, ну это description у нас, генератор, to read a file line by line. И делаем здесь while true
line равно файл readline if not line, то break, иначе yield line. Отлично. Соответственно, пока мы читаем построчечно, мы возвращаем по этой строчке. И так до бесконечности, пока мы не вычитаем до конца файл, но делаем это лениво. Еще раз. У меня на C лежит файлик, но он, правда, маленький. Мы здесь не будем экспериментировать, просто продемонстрирую, что наш подход работает. В temp лежит test.txt. И можем вот таким вот макаром for line in readline by line. То есть мы сначала открываем этот файл, а затем уже передаем сюда наш файлик. И строчечку за строчечкой выводим. Ну и подрезаем ему там, поскольку он line-based, обрезаем /n. Бабам, Боб, Элис, Джон. Да, там именно 3 строчечки были. Вот, но если бы это был гигантский файл, то, во-первых, нам, возможно, не пришлось бы там внешний код, если не захочет вычитывать контент, он его и не вычитает. И, соответственно, сэкономит очень много процессорного времени и в особенности памяти. Еще один момент. По генератору мы можем проходить с помощью функции next, которая принудительно возвращает следующее значение из функций, которые используют yield. Например, rand sequence равно randoms от 1 до 10. Да, напомню, это бесконечный генератор. Мы можем с помощью функции next брать следующее, насильно генерировать следующее значение вот таким вот образом. Па-бам. 1.1.8 в данном случае. Создавать генераторы мы можем как и list comprehension на самом деле. То есть вот есть у нас, например, какой-нибудь лист 1, 2, 3, 4. И предположим, нам нужно сгенерировать квадраты, да, чисел. Мы можем написать list comprehension squares равно x в квадрате for x in my list. И выведем squares. Тадам, 1, 4, 9, 16. И совершенно то же самое можем сделать, используя generator expression. Squares равно то же самое, что и list comprehension, но используем мы круглые скобочки. For x in my list. Squares. И это у нас генератор. Ну, по нему мы можем как некстами пройтись, так и взять iSlice через itertools. Ну, в общем, вы видели уже разные способы. В данном случае мы просто проходим по нему от начала до конца. Работает отлично. Вот таким вот образом, когда есть необходимость именно в lazy evaluation, когда вы работаете с какими-то бесконечными последовательностями, то почти всегда следует избирать именно генератор и избегать компрехеншенов, например, да, которые сразу же генерируют и, соответственно, материализуют абсолютно все объекты в памяти, множество из которых внешнему коду могут и не понадобиться. Так что по возможности на больших секвенсах используем генераторы и стараемся избегать материализации огромного количества элементов.